Ранним утром бригада скорой помощи возвращалась с вызова по узкой загородной дороге, проходившей вдоль широкой реки. В машине находились водитель Павел, фельдшер Ирина и молодой врач Антон. Движения почти не было, поэтому они ехали спокойно, обсуждая прошедшее дежурство. Внезапно из высокой травы на дорогу выбежал большой белый лебедь и остановился прямо перед автомобилем. Павел резко затормозил, едва не задев птицу бампером. Лебедь не улетал, хотя водитель несколько раз осторожно посигналил. Птица расправляла крылья, громко шипела и металась перед машиной, не позволяя ей продолжить путь. Сначала медики решили, что она защищает расположенное неподалеку гнездо. Павел медленно сдал назад и попытался объехать птицу по краю дороги, но лебедь тут же переместился и снова преградил путь. Затем он отбежал к обочине, остановился и посмотрел на людей, словно ожидая, что они последуют за ним. Ирина первой заметила странность в поведении птицы. Она вышла из машины и осторожно направилась следом. Лебедь быстро пошел через траву к реке, постоянно оглядываясь. Антон взял медицинскую сумку и присоединился к коллеге, а Павел остался возле автомобиля. Через несколько десятков метров птица привела их к небольшому заливу, заросшему камышом. Там, на мелководье, беспомощно бился молодой лебедь. Его лапы и одно крыло оказались запутаны в старой рыболовной сетке. Чем сильнее птенец пытался освободиться, тем туже тонкие нити стягивали тело. Рядом плавали еще несколько молодых птиц, а второй взрослый лебедь держался на расстоянии и тревожно вытягивал шею. Теперь медики поняли, почему птица рисковала выйти на дорогу и остановить большую машину. Антон медленно вошел в воду, стараясь не напугать лебединую семью. Ирина разговаривала спокойным голосом, хотя понимала, что птицы не знают человеческих слов. Взрослый лебедь сначала шипел и бил крыльями по воде, но вскоре отступил, словно разрешая людям приблизиться к детенышу. Врач осторожно накрыл молодую птицу курткой, чтобы она перестала вырываться, а фельдшер маленькими ножницами начала разрезать сетку. Работа заняла почти 20 минут. Несколько нитей глубоко впились в перья и кожу, однако серьезных повреждений не оказалось. Когда последняя петля была снята, молодой лебедь сначала остался лежать на воде, а затем медленно расправил крыло и поплыл к семье. Взрослая птица приблизилась к нему, коснулась клювом его шеи, после чего повернулась к медикам. Несколько секунд она неподвижно смотрела на людей, а затем спокойно увела выводок в заросли камыша. Возвращаясь к машине, Ирина несла порванную сеть, чтобы она больше никому не причинила вреда. Все трое понимали, что обычная поездка могла закончиться трагедией для маленькой птицы, если бы его мать не решилась просить помощи у людей. Иногда животные способны удивительно точно показать, что попали в беду. Нужно лишь не отмахиваться от их необычного поведения и попытаться понять причину. Добрый поступок может занять всего несколько минут, но для другого живого существа он станет спасением. Природа доверяет человеку гораздо чаще, чем мы замечаем, и важно это доверие не предавать.